Итак, сейчас мы разберем задачу, связанную с кейнсианской моделью макроэкономической. Основными предпосылками, которые мы вводим в этой задаче, является то, что экономика наша является закрытой. Совокупное потребление экономических агентов зависит только от располагаемого дохода, то есть мы представляем функцию потребления в стандартном виде, это автономное потребление плюс предельная склонность к потреблению умножить на располагаемый доход. Инвестиции у нас по условию экзогенны, налоги для начала тоже экзогенны, то есть автономные, не зависят от выпуска. Государственные закупки тоже не зависят от выпуска. Еще раз, автономные это что? Автономные значит экзогенные, значит не зависящие от выпуска или каких-либо других эндогенных переменных. Вот, и нас спрашивают, как в такой экономике увеличение государственных закупок повлияет на агрегированный выпуск. Итак, для начала я напоминаю, что в соответствии с уравнением, с расходным уравнением валового внутреннего продукта, весь выпуск в такой модели раскладывается на потребление агрегированное, плюс агрегированные инвестиции, плюс государственные закупки. Можно еще в стандартном случае написать xn, то есть чистый выпуск, но в нашем случае он равен нулю, потому что мы рассматриваем закрытую экономику, поэтому от последнего слагаемого, от чистого экспорта, извините, не выпуска, да, мы откажемся. Распишем дальше это уравнение. Еще раз, почему отказываемся? У нас по условию закрытая, мы рассмотрим закрытую экономику. Закрытая экономика, значит торговли нет. Распишем дальше это уравнение. Совокупное потребление задается как автономное потребление плюс предельная склонность к потреблению умножить на располагаемый доход плюс какие-то автономные инвестиции и плюс какие-то автономные государственные закупки. Теперь у нас в экономике также есть еще налоги, поэтому в нашей экономике располагаемый доход будет задаваться следующим уравнением. Это, собственно, весь выпуск, то есть весь национальный доход, минус налоги. Так, налоги у нас по определению они аккордные, то есть не зависящие от выпуска, поэтому это просто y минус taxes с чертой. Вот. Трансфертов у нас также нет в этой экономике, поэтому это уравнение можно записать в виде автономное потребление плюс предельная склонность к потреблению умножить на располагаемый доход. Вот уравнение для располагаемого дохода, это y минус автономные налоги. Вот это уравнение для располагаемого дохода будет всегда таким? Нет, оно будет не всегда таким. В общем случае, располагаемый доход это, собственно, весь выпуск минус чистые налоги, мы обозначаем это буквой Т, минус сбережения фирм, да, минус чистый доход иностранных факторов производства, или NFFI. Но мы рассматриваем такие модели, когда сбережения фирм равны нулю, NFFI равно нулю. У нас и экономика закрыта, поэтому NFFI по определению отсутствует. А почему SF? Мы просто рассматриваем такие модели. Мы рассматриваем такие модели, в которых сбережения фирм равны нулю. А сбережения фирм, да, это амортизация и нераспределенная прибыль. Но для нас это не важно, потому что в любом случае качественно эта модель не поменяет. А чистые налоги сдаются как налоги минус трансферты. В нашем случае трансферты равны нулю, а налоги являются аккордными. То есть они не зависят от выпуска, то есть они равны каким-то T с чертой. То есть агенты платят постоянно со своего дохода какую-то определенную сумму. Да, независимо от размера этого дохода. Вот. С чертой это значит автономия. Да? Вот. Это в общем случае. В нашем случае мы сдаем этим уравнением, поэтому в это уравнение выпуска мы вместо располагаемого дохода подставляем именно такое выражение. И прибавляем наши автономные инвестиции и автономные госзакупки. Теперь, я сразу, конечно, записал это уравнение как бы в равновесии. На самом деле, это уравнение для ожидаемых расходов экономических агентов. Но в равновесии ожидаемые расходы, они равны полученному доходу, то есть выпуску.
То есть E, expected expenditures, они равны Y. Поэтому нам важно, что Y равняется вот этому выражению. Теперь нам нужно раскрыть скобки и перенести Y в левую часть. Когда мы это сделаем, в левой части мы получим Y минус МПЦ умножить на Y. А с правой части у нас останутся автономное потребление минус МПЦ умноженное на автономные налоги, плюс автономные инвестиции, плюс автономные государственные закупки. В левой части вынесем Y за скобку. В скобке останется единица минус МПЦ. В правой части у нас останется ровно то же самое выражение, я просто его переписываю. Вот. И тогда Y будет равняться, поделим обе части на единицу минус МПЦ. Будет единичка делить на единицу минус МПЦ. Умножено на это выражение, на автономное потребление, минус МПЦ на автономные налоги, плюс автономные инвестиции, плюс автономные государственные закупки. Вот. И нас спрашивают, как изменится выпуск при увеличении автономных государственных закупок. Чтобы понять, как увеличится выпуск, нужно найти производную этого выражения по государственным закупкам. Да? То есть производная это y' по g, или это то же самое, что dy делить на dg автономная. Да? Это будет просто единица минус mpc. Это видно, да? Если мы дифференцируем по этой переменной, то производная будет просто равняться этому коэффициенту. Поэтому и что мы можем сказать об этом коэффициенте, который также еще обычно называется кейнсианским мультипликатором. Это кейнсианский мультипликатор. Что мы можем о нем сказать? Мы знаем, что предельная склонность к потреблению лежит в границах от 0 до 1. То есть это та доля дополнительного дохода, который домохозяйство тратит на потребление, а не на сбережение. Так как эта штука МПЦ в пределе от 0 до единицы, тогда вся вот эта вот знаменатель этой дроби, единица минус МПЦ, он тоже где-то от 0 до единицы. Это значит, что единица делить на какую-то дробь это больше единицы. То есть отсюда следует, что весь мультипликатор он больше единицы. Это говорит нам о том, что увеличение государственных закупок на 1 единицу увеличит валовый выпуск более чем на 1 единицу. Вот, и, собственно, как на первый вопрос мы ответили, как изменится выпуск при изменении государственных закупок. Дальше у нас... То есть выпуск положительно зависит от ВЗ? Да, да, это очень важно. Дальше нас спрашивают о следующем. Теперь у нас следующее условие. Пусть теперь правительство проводит политику сбалансированного бюджета и подстраивает налоги под уровень желаемых госзакупок. То есть у нас опять же государственные закупки, они автономные, да, и причем государство всегда подстраивает уровень налогов, да, под уровень желаемых госзакупок. То есть, что можно сказать, что taxes, они остаются носокорными, не равняются автономным государственным закупкам или расходам. Да, у нас госрасходов больше никаких нет, у нас трансфертов нету, поэтому сбалансированный бюджет в данном случае будет сдаваться именно таким уравнением. И нас спрашивают рассчитать мультипликатор теперь уже сбалансированного бюджета, да, то есть dy по dg, при условии, что taxes равны государственным закупкам. То есть мультипликатор сбалансированного бюджета и сравнить его с нулем. Так, ну... Второй пункт, да, уже. Да, это уже второй вопрос.
теперь что нам нужно сделать? Ну, качественно логика точно такая же. Только теперь в том выражении, которое мы получили для уровня государственных, для выпуска, то есть вот в этом выражении, у нас теперь что-то поменяется. То есть у нас у государства всегда есть желаемый уровень государственных закупок. Поэтому теперь нам надо в располагаемом доходе, да, вместо налогов подставить госзакупки. Да. Вот, тогда теперь это выражение в нашем случае, да, при условии, что автономные налоги равны автономным госзакупкам, примет следующий вид. То есть это y вот при таком условии. Это c с чертой плюс МПЦ умножить на y. Теперь мы подставляем в располагаемый доход вместо налогов государственной закупки, потому что у нас сбалансированный бюджет, плюс инвестиции, плюс автономные госзакупки. Так, и теперь процедура точно такая же. Переносим сначала y в левую сторону, тогда у нас слева останется y на единицу минус МПЦ, тут ничего не поменялось. Автономное потребление. Теперь у нас тут будут минус МПЦ умножить на автономные госзакупки, плюс еще одни госзакупки и плюс автономные инвестиции. Так, еще раз перепишем это уравнение, только теперь вынесем множитель g с чертой за скобку. Автономное потребление, и тут у нас скобка у нас останется плюс g на единицу минус МПЦ плюс автономные инвестиции. И теперь точно так же поделим обе части на единицу минус МПЦ. Y будет равняться автономному потреблению плюс автономным госзакупкам. Автономное потребление делим на 1 минус МПЦ. Да. Потому что сначала вынести. Написал. У нас сохранится же мультипликатор. Все будет теперь единичка делить на единицу минус МПЦ умножить на вот это все выражение. c с чертой плюс g с чертой на единицу минус МПЦ плюс автономные инвестиции. И найдем теперь опять производную y по государственным закупкам, в нашем случае автономным. Это будет этот самый мультипликатор кейнсианский, единица на единицу минус МПЦ, и домножить еще на единицу минус МПЦ, что в итоге даст нам единицу. И что это как бы значит? Это теперь значит, что в условиях сбалансированного бюджета увеличение государственных закупок дает в точности пропорциональное увеличение выпуска в экономике. То есть если мы увеличим государственные закупки на 1 единицу, выпуск увеличивается в точности на 1 единицу. Если госзакупки увеличатся на 2 единицы, выпуск увеличится на 2 единицы. Но при этом интересно, что мультипликатор, да, в данном случае он меньше, чем мультипликатор, когда мы считали не в случае сбалансированного бюджета. И теперь нас спрашивают, а что будет в той же самой ситуации, только теперь мы зададим, что налоги пусть теперь будут не аккордными, то есть автономными, а что будет, если они станут подоходными со ставкой Т. А вот что значит налоги аккордные? Это значит, что... Это значит, что аккордные. Аккордные это равняется автономные. Автономные это... Паушальные. Паушальные? Паушальные еще, да. То же самое. Серьезно, только слов для Да. Паушальные. И это все равняется независимые. Просто минус Т, да? Да. Вот это. Ага. Независимые от выпуска. То есть от Y.
просто фиксированную какую-то Вот, да. экономию, да? Независимость. Да, независимо от выпуска. Да. Даже не от выпуска, а от эндогенных переменных. Короче, y минус t будет. От эндогенных переменных. Корректнее. Так, и что теперь у нас поменяется во всех этих выражениях? Ну, во-первых, Там таксы были равны просто t. ну, во-первых, у нас, да, то есть тут в предыдущем случае у нас наши налоги были равны просто tx чертой. Но теперь они у нас не tx чертой, а t маленькое умножить на y. Но в чем дело? Нас спрашивают опять же про случай сбалансированного бюджета, когда налоги, только теперь они не автономные, равны все тем же государственным закупкам. Поэтому вот эта вот запись останется в точности точно той же самой. Естественно, если мы моделируем вот такую ситуацию, когда бюджет у нас сбалансированный, нам не важно, какие это налоги. Аккордные, ну, в данной ситуации, да, или подоходные, мультипликатор сбалансированного бюджета останется точно таким же. Поэтому даже если налоги станут вдруг подоходными, это мультипликатор и эффект увеличения государственных расходов на выпуск не изменит. Но теперь давайте подумаем вот над каким вопросом. Это был третий пункт. Да, сейчас перейдем к четвертому пункту. И мы хотим спросить нас. То есть еще раз, Да. что изменится в нашем ответе? В нашем ничего не поменяется. Ничего. Ничего. И в четвертый пункт нас спрашивают, каков будет мультипликатор сбалансированного бюджета, если в дополнение к условиям то есть к вот этим вот условиям, добавится еще условие, то, что предельная склонность к инвестированию будет положительной, то есть MPI, Marginal Propensity to Invest, больше нуля. Если у нас появляется Marginal Propensity to Invest, то есть предельная склонность к инвестированию, значит, что теперь у нас инвестиции перестают быть экзогенными. Мы отказываемся теперь от этой предпосылки. И теперь, допустим, самый простой вариант, что теперь инвестиции в нашей экономике представим в виде суммы автономных инвестиций и еще какой-то объем инвестиций, который зависит от выпуска, то есть от дохода. Вот. То есть теперь мы представим вот в этом виде. И что теперь у нас поменяется в этом выражении? Во-первых, у нас исчезнет вот черточка над буковкой И. Если у нас изменится черточка на буковкой И, да, вот продолжу здесь вот расписывать. У нас теперь инвестиции будут не просто какими-то экзогенными, да, а теперь будет появиться часть, которая зависит от дохода, то есть от Y. Поэтому... Да, лучше заново. Поэтому теперь мы должны еще один показатель MPI перенести в левую часть. Да, и тогда у нас в левой части будет Y на единицу минус MPC минус MPI. Да, и справа останется автономное потребление плюс автономные государственные закупки, умноженные на единицу минус МПЦ, плюс автономные инвестиции. Поделим теперь все это на вот это выражение. Тогда останется Y равняется единичке делить на единицу минус МПЦ минус MPI. И все это умножить на автономное потребление плюс автономные государственные закупки, можно на единицу минус МПЦ плюс автономные инвестиции. И тогда теперь наш мультипликатор автономных государственных закупок, находим производную, он теперь станет равен единицу минус МПЦ
делить на единицу минус МВЦ минус Не видно. МП. В камере не видно. Вот, теперь это наш новый мультипликатор. Что мы о нем можем сказать? Мы можем сказать, что наверняка знаменатель этого мультипликатора, он меньше, чем числитель. И причем 5408. 5408? Да, сейчас посмотрим. Да, 5408. Поэтому, соответственно, мы видим, что теперь этот мультипликатор, он явно больше единицы. Он явно больше единицы, потому что знаменатель меньше, чем числитель. А это значит, что когда мы ввели в модель еще предельную склонность к инвестированию, теперь у нас получилось, что мультипликатор больше единиц, то есть увеличение государственных расходов на один пункт увеличивает увеличение госрасходов на одну единицу увеличивает совокупный выпуск в экономике на более чем одну единицу. Вот. Собственно, вот и вся задача.